Привет, друзья! Я Валерия. Добро пожаловать на мой канал Эко Кукинг. И сегодня я к вам с бомбическим рецептом кокосового творога. Результат моего эксперимента превзошел все мои ожидания. Этот веганский вариант творога – стопроцентное попадание во вкус. Итак, берем кокос. Подробнее о том, как выбрать и разбить кокос, смотрите в моем старом видео. Ссылку прикреплю в инфобоксе под видео. Ну и кратко напомню, что один из 3 глазков кокоса всегда мягкий. Протыкаю его шилом или отверткой и выливаю кокосовый сок в стакан. Здесь у меня получилось почти полстакана сока. При выборе кокоса всегда его трясите, проверяя на наличие сока. Если в кокосе много сока, это признак того, что кокос достаточно свежий, но и тут бывают исключения. Простукиваю кокос по всей его поверхности в круговую, ребром увесистого ножа или молотком. Здесь у меня скорлупа очень удачно раскололась, так бывает не всегда, и ядро осталось целым. Теперь очищаю ножом плотную коричневую кожицу и нарезаю мякоть кокоса на произвольные сегменты. Перед нарезкой мякоть кокоса промываю и даю стечь в воде. Кокосовый сок процеживаю через мелкое сито. Нарезанный кокос погружаю в чашу блендера, добавляю кокосовый сок и немного кешью. Кешью, как обычно перед применением, заранее активирую в воде и просушиваю в дегидраторе. Именно кешью дает нежную текстуру, и именно с ним ферментируемая масса приобретает яркий творожный вкус и запах. Все ингредиенты взбиваю в моем мощном блендере Raw Meat Samurai на высокой скорости. Чем мощнее ваш блендер, тем текстура будущего творога получится более кремовой и однородной. У меня этот процесс занимает не более 2 минут. Ссылку на блендер и промокод на скидку оставлю в описании под видео. Массу перекладываю в глубокую чистую миску. Добавляю пробиотик. Как обычно, у меня это лактобиф, который я использую во всех своих рецептах с ферментацией. С ним всегда получается вкусно. Ссылку на него оставлю под видео. Достаточно будет 1 капсулы пробиотика. Массу перемешиваю и оставляю в теплом месте, прикрыв крышкой на 7-8 часов, иногда на 10, зависит от комнатной температуры. Когда масса приобретает легкую творожную кислинку во вкусе и запахе, перемещаю в холодильник. В холодильнике творожная масса немного стабилизируется за счет кокосового масла и станет более плотной. Теперь покажу, что можно с ним сделать. Добавляю в массу ванильный экстракт и сироп топинамбура. Все тщательно перемешиваю. Получается вкуснейшая творожная масса, которую можно есть так или использовать в качестве начинки для блинчиков, а можно приготовить творожный сырок. Очень вкусно получается, если завернуть творог в блинчик из зеленой гречки. Ссылку на рецепт блинчиков оставлю под видео. И полить домашним вареньем 10-минуткой, отваренным на сиропе топинамбура. Это очень напоминает традиционные бабушкины блины с творогом из детства. Получается очень вкусно и полезно. Можно также завернуть конвертики из блинчиков и поджарить на сухой сковороде. Но при тепловой обработке кокосовый творог теряет свой яркий творожный вкус. Однако получается тоже очень вкусно. Можно также приготовить вкуснейший творожный сырок, добавив в творожную массу ванильный экстракт, сироп топинамбура, изюм и нарезанную курагу. Все тщательно перемешать. Переложить массу в прямоугольный контейнер, застеленный пергаментом, чтобы удобнее было потом извлечь из формы, и оставить в холодильнике на пару часов или на ночь. Творожный сырок получается нереально вкусным и к тому же очень сытным. А в следующем видео поделюсь с вами рецептом творожных сырков в молочном веганском шоколаде. Надеюсь, мне удалось вас сегодня удивить и рецепт вам понравился.
Буду рада вашим лайкам, новым подпискам и комментариям. Жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски. Если хотите узнать о моем образе жизни подробнее, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылку оставлю под видео. Там же в инстаграм, как обычно, жду ваши фотоотчеты и отзывы. До скорых встреч, пока-пока!